О. Генри. Пимиентские блинчики. Читает Геннадий Постригайлов. Когда мы сгоняли гурт скота с тавром треугольник в долине Фрио, торчащий сук сухого мескита зацепился за мое деревянное стремя, я вывихнул себе ногу и неделю провалялся в лагере. На третий день моего вынужденного безделья я выполз к фургону с провизией и беспомощно растянулся под разговорным обстрелом Джетсона Одама, лагерного повара. Джет был рожден для монологов, но судьба, как всегда, ошиблась, навязав ему профессию, в которой он большую часть времени был лишен аудитории. Таким образом, я был манной небесной в пустыне вынужденного молчания Джеда. Своевременно во мне заговорило естественное для больного желание поесть чего-нибудь такого, что не входило в опись нашего пайка. Меня посетили видения матушкиного буфета, что сладостный, как первая любовь, источник горьких сожалений. И я спросил: «Джет, ты умеешь печь блинчики?» Джет отложил свой шестизарядный револьвер, которым собирался постукать антилопью отбивную, и встал надо мною, как мне показалось, в угрожающей позе. Впечатление его враждебности еще более усилилось, когда он устремил на меня холодный и подозрительный взгляд своих блестящих голубых глаз. «Слушай, ты, — сказал он с явным, хотя и сдержанным гневом, — ты издеваешься или серьезно? Кто-нибудь из ребят рассказывал тебе про этот подвох с блинчиками?» «Да что ты, Джет, я серьезно. Я бы, кажется, променял свою лошадь и седло на горку масляных поджаристых блинчиков с горшочком свежей новоорлеанской патоки. А разве была какая-нибудь история с блинчиками?» Джет сразу смягчился, увидев, что я говорю без намеков. Он притащил из фургона какие-то таинственные мешочки и жестяные баночки и сложил их в тени куста, под которым я примостился. Я следил, как он начал не спеша расставлять их и развязывать многочисленные веревочки. «Нет, не история, — сказал Джет, продолжая свое дело, — просто логическое несоответствие между мной, красноглазым овчаром из лощины шелудивого осла, и мисс Уиллилой Лерайт. Ну что ж, я, пожалуй, расскажу тебе. Я пас тогда скот у старика Билла Туми на Сан-Мигуэле. Однажды мне страсть как захотелось пожевать какой-нибудь такой консервированной кормежки, которая никогда не мычала, не блеяла, не хрюкала и не отмеривалась гарнцами. Ну, я вскакиваю на свою малышку и лечу в лавку дядюшки Эмсли Телфера у Пимиентской переправы через Нуэсэс. Около 3 пополудни я накинул поводья на сук мескита и пешком прошел последние 20 шагов до лавки дядюшки Эмсли. Я вскочил на прилавок и объявил ему, что по всем приметам мировому урожаю фруктов грозит гибель. Через минуту я имел мешок сухарей, ложку с длинной ручкой и по открытой банке абрикосов, ананасов, вишен и сливы. А рядом трудился дядюшка Эмсли, вырубая топориком желтые крышки. Я чувствовал себя, как Адам до скандала с яблоком. Вонзал шпоры в прилавок и орудовал своей 24-дюймовой ложкой, как вдруг посмотрел случайно в окно на двор дома дядюшки Эмсли, находившегося рядом с лавкой. Там стояла девушка. Неизвестная девушка в полном снаряжении. Она вертела в руках крокетный молоток и изучала мой способ поощрения фруктово-консервной промышленности. Я скатился с прилавка и сунул лопату дядюшке Эмсли.
Это моя племянница, сказал он, мисс Уиллела Лерайт. Приехала погостить из Палестины. Хочешь, я тебя познакомлю? Из святой земли, сказал я себе, и мои мысли сбились в кучу, как овцы, когда их загоняешь в кораль. А почему бы и нет? Ведь и были же ангелы в Палестине. Конечно, дядюшка Эмсли, сказал я вслух. Мне было бы страшно приятно познакомиться с мисс Лерайт. Тогда дядюшка Эмсли вывел меня во двор и представил нас друг другу. Я никогда не был робок с женщинами. Я никогда не мог понять, почему это некоторые мужчины, способные в 2 счета укротить мустанга и побриться в темноте, становятся вдруг паралитиками и черт знает как потеют и заикаются, завидев кусок меткаля, обернутый вокруг того, вокруг чего ему полагается быть обернутым. Через 8 минут мы с мисс Уиллелой дружно гоняли крокетные шары, будто двоюродные брат и сестра. Она съязвила насчет количества уничтоженных мною фруктовых консервов, а я, не очень смущаясь, дал сдачи, напомнив, как некая особа по имени Ева устроила сцену из-за фруктов на первом свободном пастбище. Кажется, в Палестине, не правда ли? Говорю я это легко и спокойно, словно заарканиваю однолетку. Таким вот манером я сразу расположил к себе мисс Уиллелу Лерайт. И чем дальше, тем наша дружба становилась крепче. Она проживала на Пимиенской переправе ради поправления здоровья, очень хорошего, и ради климата, который был здесь жарче на 40%, чем в Палестине. Сначала я наезжал повидать ее раз в неделю, а потом рассчитал, что если я удвою число поездок, то буду видеться с нею вдвое чаще. Как-то на одной неделе я выкроил время для 3-й поездки. Вот тут-то и втесались в игру блинчики и красноглазый овчар. Сидя в тот вечер на прилавке с персиком и 2 сливами во рту, я спросил дядюшку Эмсли, что поделывает мисс Уиллела. А она, говорит дядюшка Эмсли, поехала покататься с Джексоном птицей, овцеводом из лощины шелудивого осла. Я проглотил персиковую косточку и, кажется, еще 2 сливовых. Наверное, кто-нибудь держал прилавок под узцы, когда я слезал. А потом я вышел и направился по прямой, пока не уперся в мескит, где был привязан мой чалый. «Она поехала кататься», — прошептал я в ухо своей малышке, «с Птицыным Джеком, шелудивым ослом из овцеводной лощины. Понимаешь ты это, друг с копытами?» Мой чалый заплакал на свой манер. Это был ковбойский конь, и он не любил овцеводов. Я вернулся и спросил дядюшку Эмсли: «Так ты сказал с овцеводом?» «Я сказал с овцеводом», — повторил дядюшка Эмсли. «Ты верно слышал о Джексоне птице? У него 8 участков пастбища и 4000 голов лучших мериносов к югу от Северного полюса». Я вышел, сел на землю в тени лавки и прислонился к кактусу. Безрассудными руками я сыпал за голенище песок и произносил монологи по поводу птицы из породы Джексонов. За свою жизнь я не изувечил ни одного овцевода и не считал это необходимым. Как-то повстречал одного, он ехал верхом и читал латинскую грамматику. Так я его пальцем не тронул. Овцеводы никогда особенно не раздражали меня, не то что других ковбоев. Очень мне нужно уродовать и калечить плюгавцев, которые едят за столом, носят штиблеты и говорят с тобою на всякие темы. Пройдешь, бывало, мимо и поглядишь, как на кролика. Еще скажешь что-нибудь приятное и потолкуешь насчет погоды.
Но, конечно, никаких распивочных и на вынос не было. Вообще я не считал нужным с ними связываться. Так вот, потому что по доброте своей я давал им дышать, один такой разъезжает теперь с мисс Уиллелой Лерайт. За час до заката они прискакали обратно и остановились у ворот дядюшки Эмсли. Овечья особа помогла Уиллеле слезть, и некоторое время они постояли, перебрасываясь игривыми и хитроумными фразами. А потом окрыленный Джексон взлетает в седло, приподнимает шляпу-кастрюльку и трусит в направлении своего бараньего ранчо. К тому времени я вытряхнул песок из сапог и отцепился от кактуса. Птица не отъехала и полмили от Пимиенты, когда я поравнялся с ним на моем чалом. Я назвал этого овчара красноглазым, но это неверно. Его зрительное приспособление было довольно серым, но ресницы были красные, а волосы рыжие. Оттого он и казался красноглазым. Овцевод, куда к черту, в лучшем случае ягнятник, козявка какая-то с желтым шелковым платком вокруг шеи в башмаках с бантиками. «Привет», — сказал я ему. «Вы сейчас едете с всадником, которого называют Джетсон «Верная смерть» за приемы его стрельбы. Когда я хочу представиться незнакомому человеку, я всегда представляюсь ему до выстрела, потому что терпеть не могу пожимать руку покойнику». «Вот как?» — говорит он совершенно спокойно. «Рад познакомиться с вами, мистер Джетсон. Я Джексон Птица с ранчо Шелудивого осла». Как раз в эту минуту один мой глаз увидел куропатку, скачущую по холму с молодым тарантулом в клюве, а другой глаз заметил ястреба, сидевшего на сухом суку вяза. Я хлопнул их для пущей важности одну за другим из своего 45-калиберного. «2 из 3, — говорю я. Птицы, должен вам заявить, так и садятся на мои пули». «Чистая стрельба», — заявил овцевод, не моргнув глазом. «Скажите, а вам не случалось промахнуться на 3-м выстреле? Хороший дождик выпал на прошлой неделе, мистер Джетсон. Теперь трава так и пойдет». «Чижик», — говорю я, подъезжая вплотную к его фасонной лошади. «Ваши ослепленные родители наделили вас именем Джексон, но вы определенно выродились в чирикающую птицу. Давайте бросим эти самые анализы дождичка и стихий и поговорим о том, что не входит в словарь попугаев. Вы завели дурную привычку кататься с молодыми девицами из Пимиенты. Я знавал пташек, говорю я, которых поджаривали за меньшие проступки. Мисс Уиллела, говорю я, совсем не нуждается в гнезде, свитом из овечьей шерсти, печушкой из породы Джексонов. Так вот, намерены ли вы прекратить эти штучки или желаете галопом наскочить на мою кличку «Верная смерть», в которой 2 слова и указания по меньшей мере на одну похоронную процессию? Джексон Птица слегка покраснел, а потом засмеялся. «Ах, мистер Джетсон, — говорит он, — вы заблуждаетесь. Я заезжал несколько раз к мисс Лерайт, но не с той целью, как вы думаете. Мой объект чисто гастрономического свойства». Я потянулся за револьвером. «Всякий койот, — говорю я, — который осмелится непочтительно...» «Подождите минутку, — говорит эта пташка, — дайте объяснить. К чему мне жена? Посмотрели бы вы на мое ранчо. Я сам себе стряпаю и шью.
Еда — вот единственное удовольствие, извлекаемое мною из разведения овец. А мистер Джетсон, вы пробовали когда-нибудь блинчики, которые печет мисс Лерайт? Я? Нет, говорю, я и не знал, что она занимается кулинарными манипуляциями. Это же золотые созвездия, говорит он, подрумяненные на амброзийном огне Эпикура. Я бы отдал 2 года жизни за рецепт приготовления этих блинчиков. Вот зачем я ездил к мисс Лерайт, говорит Джексон-птица, но мне не удалось узнать его. Это старинный рецепт, он сохраняется в семье уже 75 лет. Он передается из поколения в поколение, и посторонним его не сообщают. Если б я мог достать этот рецепт, я пек бы сам себе блинчики на ранчо и был бы счастливым человеком, говорит птица. Вы уверены, говорю я ему, что вы гоняетесь не за ручкой, которая месит блинчики? Уверен, говорит Джексон, мисс Лерайт совершенно очаровательная девушка. Но, повторяю, мои намерения не выходят за пределы Тут он увидел, как моя рука скользнула к кобуре, и изменил выражение. За пределы желания достать этот рецепт, заключил он. Ну что ж, не такой уж вы плохой человечишка, говорю я, стараясь быть вежливым. Я задумал было сделать ваших овец сиротами, но на этот раз позволю вам улететь. Но помните, приставайте к блинчикам да покрепче, как средний блин к горке, и не вздумайте смешать подливку с сантиментами. Не то у вас на ранчо будет пение, а вы его не услышите. Чтобы убедить вас в своей искренности, говорит овцевод, я прошу вас помочь мне. Мисс Лерайт и вы большие друзья, и, может быть, она сделает для вас то, чего не сделала для меня. Если вы достанете мне этот рецепт, то, даю вам слово, я никогда к ней больше не поеду. Вот это по-честному, сказал я и пожал руку Джексона-птицы. Я рад услужить и сделаю все, что смогу. Он повернул к большой заросли кактусов на Педре в направлении шелудивого осла, а я взял курс на северо-запад, к ранчо старика Билла Туми. Только 5 дней спустя мне удалось снова заехать на Пимиенту. Мы с мисс Улиэлой очень мило провели вечерок у дядюшки Эмсли. Она спела кое-что и порядочно потерзала пианино цитатами из опер. А я изображал гремучую змею и рассказал ей о новом способе обдирать коров, придуманном Снейки Макфи, и о том, как я однажды ездил в Сент-Луис. Наше взаимное расположение крепло вовсю. И вот, я думаю, если теперь мне удастся убедить Джексона-птицу совершить перелет, дело в шляпе. Тут я вспоминаю его обещание насчет рецепта блинчиков и решаю выведать его у мисс Улиэлы и сообщить ему. И уж тогда, если я снова поймаю здесь птичку из шелудивого осла, я подрежу ей крылышки. И вот часов около 10 я набрасываю на лицо льстивую улыбку и говорю мисс Уилеле: знаете, если мне что-нибудь и нравится больше вида рыжего быка на зеленой траве, так это вкус хорошего горячего блинчика с паточной смазкой. Мисс Уилела слегка подпрыгнула на фортепианной табуретке и странно на меня посмотрела. «Да», — говорит она, — «это действительно вкусно. Как вы сказали, называется эта улица в Сент-Луисе, мистер Одам, где вы потеряли шляпу?» «Блинчиковая улица», — говорю я, подмигнув, чтобы показать, что мне, мол, известно о фамильном рецепте, и меня не проведешь. «Чего уж там, мисс Уилелла»,
говорю я, рассказывайте, как вы их делаете. Блинчики так и вертятся у меня в голове, как фургонные колеса. Да ну же, фунт крупчатки, 8 дюжин яиц и так далее. Что там значится в каталоге ингредиентов? Извините меня, я на минуточку, говорит мисс Уиллела, окидывает меня боковым взглядом и соскальзывает с табуретки. Она рысью выбежала в другую комнату, и вслед за тем оттуда выходит ко мне дядюшка Эмсли в своей жилетке и с кувшином воды. Он поворачивается к столу за стаканом, и я вижу в его заднем кармане многозарядку. Ну и ну, думаю я, эта семейка, видно, здорово дорожит своими кулинарными рецептами, коли защищает их с оружием. Я знавал семьи, так они не стали бы к нему прибегать даже при кровной вражде. — Выпей-ка вот это, — говорит дядюшка Эмсли, протягивая мне стакан воды. — Ты слишком много ездил сегодня верхом, Джет, и все по солнцу. Попытайся думать о чем-нибудь другом. — Ты знаешь, как печь блинчики, дядя Эмсли? — спросил я. — Ну, я не ахти как осведомлен в их анатомии, — говорит дядюшка Эмсли. — Но мне кажется, надо взять побольше сковородок, немного теста, соды и кукурузной муки и смешать все это, как водится, с яйцами и сывороткой. А что, Джет, старик Билл опять собирается по весне гнать скот в Канзас-Сити? Только эту блинчиковую спецификацию мне и удалось получить в тот вечер. Неудивительно, что Джексон-птица осекся на этом деле. Одним словом, я бросил эту тему и немного поговорил с дядюшкой Эмсли о скоте и циклонах. А потом вошла мисс Уиллела и сказала спокойной ночи, и я помчался к себе на ранчо. Неделю спустя я встретил Джексона-птицу, когда он уезжал от дядюшки Эмсли, а я направлялся к нему. Мы остановились на дороге и перекинулись пустяковыми замечаниями. — Что, еще не достали список деталей для ваших румянчиков? — спросил я его. — Представьте, нет, — говорит Джексон, — и, по всей видимости, у меня ничего не выйдет. А вы пытались? — Пытался, — говорю я. Да это все равно, что выманивать из норы луговую собачку ореховой скорлупой. Этот блинчиковый рецепт — талисман какой-то, судя по тому, как они за него держатся. — Я почти готов отступиться, — говорит Джексон с таким отчаянием в голосе, что я почувствовал к нему жалость. — Но мне страшно хочется знать, как печь эти блинчики, чтобы лакомиться ими на моем одиноком ранчо. Я не сплю по ночам, все думаю, какие они замечательные. — Ну, продолжайте добиваться, — говорю я ему, — и я тоже буду. Ну, в конце концов, кто-нибудь из нас да накинет аркан ему на рога. Ну, до свидания, Джекси. Сам видишь, что в это время мы были в наимирнейших отношениях. Когда я убедился, что он не гоняется за мисс Уиллелой, я с большим терпением созерцал этого рыжего заморыша. Желая удовлетворить запросы его аппетита, я по-прежнему пытался выманить у мисс Уиллелы заветный рецепт. Но стоило мне сказать слово «блинчики», как в ее глазах появлялся оттенок туманности и беспокойства, и она старалась переменить тему. Если же я на нее наседал, она выскальзывала из комнаты и высылала ко мне дядюшку Эмсли с кувшином воды и карманной гаубицей. Однажды я прискакал к лавочке с большущим букетом голубой вербены. Я набрал его в стаде диких цветов, которое паслось на лугу отравленной собаки. Дядюшка Эмсли посмотрел на букет, прищурясь, и говорит: — Не слыхал новость? — Скот сдорожал. — Уиллела и Джексон-птица повенчались вчера в Палестине, — говорит он. —
Сегодня утром получил письмо. Я уронил цветы в бочонок с сухарями и выждал, пока новость, отзвенев в моих ушах и скользнув к верхнему левому карману рубашки, не ударила меня, наконец, в ноги. «Не можешь ли ты повторить еще раз, дядюшка Эмсли?» — говорю я. «Может быть, слух изменил мне, и ты лишь сказал, что первоклассные тёлки идут по 4,80 за голову, или что-нибудь еще в этом роде?» «Повенчались вчера», — говорит дядюшка Эмсли, «и отправились в свадебное путешествие в Око и на Ниагарский водопад. Неужели ты все время ничего не замечал? Джексон-птица ухаживал за Уилелой с того самого дня, как он пригласил ее покататься». «С того самого дня?» — завопил я. «Какого же черта он болтал мне про блинчики? Объясни ты мне!» Когда я сказал «блинчики», дядюшка Эмсли подскочил и попятился. «Кто-то меня разыграл с этими блинчиками», — говорю я, — «и я дознаюсь. Тебе-то уж, наверное, все известно. Выкладывай, или я, не сходя с места, замешу из тебя оладьи». Я перемахнул через прилавок к дядюшке Эмсли. Он схватился за кобуру, но его пулемет был в ящике, и он не дотянулся до него на 2 дюйма. Я ухватил его за ворот рубахи и толкнул в угол. «Рассказывай про блинчики», — говорю я, — «или сам превратишься в блинчик. Мисс Уилелла печет их?» «Ты в жизни ни одного не испекла, а я-так и вовсе их не видел», — убедительно говорит дядюшка Эмсли. «Ну, успокойся, Джет, успокойся. Ты разволновался, и рано в голове затемняет твой рассудок. Старайся не думать о блинчиках». «Дядюшка Эмсли, — говорю я, — я не ранен в голову, но я, видно, растерял свои природные мыслительные способности. Джексон-птица сказал мне, что он навещает мисс Уилеллу, чтобы выведать ее способ приготовления блинчиков, и просил меня помочь ему достать список ингредиентов. Я помог, и результат налицо. Что он сделал, этот красноглазый овчар? Накормил меня беленой, что ли?» «Отпусти-ка мой воротничок, — говорит дядюшка Эмсли, — и я расскажу тебе. Да, похоже на то, что Джексон-птица малость тебя одурачил. На следующий день после катания с Уилеллой он снова приехал и сказал нам, чтобы мы остерегались тебя, если ты вдруг заговоришь о блинчиках. Он сказал, что однажды у вас в лагере пекли блинчики, и кто-то из ребят треснул тебя по башке сковородкой. И после этого, мол, стоит тебе разгорячиться или взволноваться, рана начинает тебя беспокоить, и ты становишься вроде как сумасшедшим и бредишь блинчиками. Он сказал, что нужно только отвлечь твои мысли и успокоить тебя, и ты не опасен. Ну вот, мы с Уилеллой и старались, как могли. Да, — говорит дядюшка Эмсли, — таких овцеводов, как этот Джексон-птица, нечасто встретишь. Рассказывая свою историю, Джет не спеша, но ловко смешивал соответствующие порции из своих мешочков и банок. К концу рассказа он поставил передо мной готовый продукт — пару румяных и пышных блинчиков на оловянной тарелке. Из какого-то секретного хранилища он извлек в придачу кусок превосходного масла и бутылку золотистого сиропа. «А давно это было?» — спросил я его. 3 года прошло, — сказал Джет. Они живут теперь на ранчо шелудивого осла, но ни его, ни ее с тех пор я не видел. Говорят, что Джексон-птица украшал свою ферму качалками и гардинами все время, пока он морочил мне голову этими блинчиками. Ну, я погоревал да бросил, но ребята до сих пор надо мной смеются. — А эти блинчики ты делал по знаменитому рецепту? — спросил я. — Да я ж тебе говорю, что никакого рецепта не было, —
сказал Джет. Ребята все кричали о блинчиках, пока сами на них не помешались. Я вырезал этот рецепт из газеты. Ну, как на вкус? Чудесно, ответил я. А чего ты сам не попробуешь, Джет? Мне послышался вздох. Я? Спросил Джет. Да я их в рот не беру.